Всем привет! Конечно, такой декор нужно было снимать заранее и показывать, но я все делаю в последний момент и украшаю свою квартиру к Хэллоуину тоже в последний момент. В общем, я хочу сделать привидение, гирлянду из привидений. Для этого мне потребуются шерстяные белые нитки, возможно, это может быть шпагат. Также я беру, это у меня ручка, либо блокнот, ну, чтобы наматывать можно было, фетр и черные еще шерстяные нитки, но также можно еще будет воспользоваться картоном. Для начала беру ручку от сумки и начинаю на нее вот так вот шерстяные белые нитки наматывать. И мне потребуется около 40 намоток. У меня шерстяные нитки довольно толстые. Если у вас тонкие, то можно делать там около 50-60 даже намоток, чтобы привидения получались такие пышненькие. Потому что мне кажется, что пышненькие намного прикольнее смотрятся. Вот, как я уже говорила, можно использовать не только нитки, можно попробовать шпагатом, тогда понадобится меньше. Но у меня белые нитки просто залежались, я даже не знаю, куда их использовать. И я в последний момент, правда, подготавливаюсь к празднику, потому что мы позвали друзей завтра, поэтому гирлянда создается у меня сегодня. Как, не знаю, у всех ли так, но у меня обычно всегда случается именно так, что я делаю все в последний момент, и идеи приходят в последний момент самые прикольные. Когда мы сделали намотку, то сейчас нам от белой нитки еще потребуется два отрезка, около 20-30 сантиметров. Отрезаем один отрезок, и второй тоже можно будет сразу. И снимаем с блокнота, возможно, либо с какой-то, ну вот ручки у меня. Снимаем нашу намотку. Она может быть очень туго намотана, так что аккуратно. Вот эту верхнюю штучку, как бы где мы наматывали, держим и вводим один отрезок, чтобы закрепить сверху. Это у нас будет крепеж, как бы мы сможем повесить на основную нить наше привидение. Далее мы с вами вот отодвигаем вниз, там, где у нас нити еще как бы скреплены, нам сейчас их нужно будет разрезать ножницами, чтобы у нас получилось отрезки одиночные, чтобы они не были скреплены. Кстати, я подумала о том, что можно было сделать тыковки еще оранжевые и наоборот не разъединять, а как-нибудь там придумать. И сейчас нам нужно выделить еще голову привидения. Для этого как раз-таки второй отрезок, ну тоже около 20 сантиметров. Мы чуть-чуть отступаем от верха, да, где у нас вот есть петелька, и обматываем и затягиваем крепко-крепко, делаем несколько узелков, там 3-4 даже, и отрезаем лишние нити. У нас уже почти готовая привиденница получается. Отрезали лишние нити. Сейчас мы возьмем с вами черные шерстяные нити, ну я возьму. Отрежем короткий отрезок и с помощью узелков просто сделаем глазки. Но еще я могу сказать, что можно не с помощью нити сделать, можно взять картон, вырезать кругляшки и наклеить там с клеем моментом или с горячим клеем. Также вот я показывала фетр, можно из фетра вырезать кругляшки и тоже наклеить как глазки. Но я решила, что у меня будут вот такие. То есть отрезаю около 5 сантиметров черную шерстяную нить и просто делаю узелки и отрезаю лишнее. Ну вот, все лишнее отрезано, подровняла я привидение. И еще раз могу сказать вам, что можно не только из белого, но и из разных цветов сделать. У меня еще получились черные, они больше похожи на паучков. И, как я говорила, можно придумать как-нибудь тыковки. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, это видео будет полезно на следующий год тоже, раз в этом году я только за день все сделала. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. И до новых видео. Пока-пока.